Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас пирожки. Тесто будет без молока, без сливочного масла. Тесто будет на воде. Тут у меня пол-литра тепленькой водички. Отправляю сюда 4 столовые ложки сахара. 4 столовые ложки сахара. Размешиваю. И сюда же отправляю 2 пачки дрожжей. В каждой пачке у меня по 10 грамм. Не переживайте, много не будет. И к этой жидкости отправляю несколько ложек муки. Муку беру из общей массы. Тут у меня килограмм муки. Ну давайте 3-4 ложки возьму. Размешаю. Оставляем в стороночку. Пусть опара поднимается. В отдельную миску разбиваю 2 яйца. Отправляю 2 чайные ложки соли. Размешиваю, растворяю соль и сюда же отправляю масло. Тут у меня 120 грамм растительного маслица. Если мерить ложками, это 8-10 столовых ложек масла. Посмотрите, опара поднимается. Я не буду ждать, когда поднимется пышная шапочка. Мне этого достаточно. Я вижу, что дрожжи рабочие. Опару я отправляю к яичной массе. Тут у меня килограмм муки, как я говорила. Эту муку буду отправлять в жидкость. Мука практически вся, наверное, скорее всего, уйдет. Высыпаю муку. Давно я не готовила такое тесто на воде. Вот оставлю чуть-чуть, 2-3 ложки муки. Не хватит, добавлю. Добавлю разрыхлитель. Пару чайных ложек. Замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким, но в то же время держать форму. Тесто не должно плыть и не должно быть тугим. Как обычно, сначала ложкой. Да, мука вся уйдет. Отправляю всю муку. И буду переходить к замесу руками. Зачищаем стенки чаши и вымешиваем руками. Припыляю стол мукой и буду вымешивать на столе. Соберем все с чаши. Теперь вымешиваем. Тесто очень комфортное. Посмотрите, какое тесто. Оно такое мягонькое. Посмотрите. Пытается липнуть к рукам, но не липнет. Этого достаточно. Тесто больше не надо забивать мукой. Тесто наше готово. Такое тесто комфортное. С таким тестом работать одно удовольствие будет. Все. Смазываю чашу маслом. И отправляем в теплое место для подъема. Я думаю, минут 50, 45-50 хватит, потому что сейчас очень тепло. Если у нас время позволит, значит мы подойдем еще раз, обомнем это тесто. Если нет, будем сразу работать с тестом. Пока тесто будет подниматься, я займусь начинкой. Приступаем к начинке. В сковородочке у меня 3 столовые ложки растительного маслица. Почистила 2 небольшие луковицы. Нарезаю. Лук нарезали, отправляем в сковородочку. Слегка обжарим. Пока лук жарится, будем нарезать капусту. У меня будет сегодня 2 начиночки. Сейчас мы приготовим начинку из капусты. Из капусты было у меня кило 400. Брала крайние листья. Нарезаем капусточку. Я делала сегодня ревизию в морозильнике своем. Нашла вот небольшой кусочек начинки, буквально на 3-4 пельмешки. Теста не хватило. Мы делали с вами пельмени на канале. Лук поджарился. Отправляю сюда эту начинку. Пережариваем слегка с луком. Отправляю капусточку. Сейчас она ужарится, утушится, будет ее мало. Еще нарежу. Слегка посолю, где-то чайную ложечку соли. Капусту сильно не буду тушить. Я потушу его, чтобы сильно не хрустело. И нам этого будет достаточно. В морозильнике еще нашла, помните, мы с вами готовили куриные рулетики, начиненные грибами с овощами. Вот осталось немножечко. Куда мне его? Я отправлю сюда же. И все это будет вкусненько. Капусточка почти готова. Положу чайную ложечку
паприки сюда. Около чайной ложечки черного перчика. Треть чайной ложки остренького перчика. Будет вкусненько. Посмотрите, уже красивая капусточка. Хочу попробовать на соль ее. Соли надо прям грамулечку добавить. В начинке соль должна чувствоваться. Если начинка будет недосоленная, пирожки не будут вкусными. Начинка готова. Пусть начинка остывает, а мы тем временем займемся лепкой пирожков. У меня есть еще одна начиночка. Помните, мы с вами готовили пигоди на канале? Осталась начинка и благополучно перебралась в морозильник. Растаять она растаяла, но очень холодная. Сюда горячую капусточку добавлю. И это перемешаю, и будет у нас тепленько. И вкусненько будет. Готово, будем лепить. Смотрите, тесто чуть не убежало. Посмотрите, какое тесто. Как пух тесто. Пищит тесто. Буду делить порционно. Тесто поделила, скатаю в шарики и сразу буду укладывать на противень, застеленный пергаментной бумагой. То, что не поместилось на противень, разложила на салфетку, прикрою их и займемся лепкой. Тесто настолько мягкое, настолько нежное, что скалка тут практически не нужна. Будем в первую очередь использовать начинку, которую мы использовали при приготовлении пигоди. Такие вот пирожочки у нас получаются. Укладываем на противень сразу. При лепке не уходит много муки. 2 противня налепила. Тут у меня яйцо. Молока у меня нету. Налила ложечку кефира. То, что вперед налепила, она уже расстоялась. Будем смазывать. Буду, как всегда, смазывать ватным диском. Духовка у меня разогревается. Поставила на 180 градусов. Также поступаю со вторым листом. Пусть отсохнет минуты 2-3. Отправлю в духовку. Буду, наверное, выпекать, я так думаю, что минуты 25-35. Это все будет зависеть от того, какой мощности ваша духовка. Пирожки отправили в духовку. Не буду вторую партию выпекать. Посмотрите, как они расстоялись. Какое тесто. Буду обжаривать в масле. И будет тоже очень вкусненько. Тесто невесомое, как пух. Чтобы знать, где какой пирожок. Эти я сделаю в форме беляшей. Будем теперь использовать тушеную капусточку. Начинка, наверное, останется. Но не умею я мало готовить. Наверное, поэтому у меня семья большая. Кусочек теста закину. Все, масло готово. Закладываем наши пирожочки. Так, масло горячеватое. Первый придется до красноты пожарить, иначе не пропекутся. Выкладываем. Посмотрите, какую красоту мы сегодня с вами настряпали. Получились очень аппетитные, очень красивые. А это жареные. Не могу поломать, потому что очень горячие. Взяла с противня пирожочки. Жареные, они раньше приготовились. Более-менее не так сильно горячие. Посмотрите, какое тесто. Тесто прекрасно, а начинки сколько много. Я сейчас попробую. В последнее время забросила это тесто, перестала готовить. В нашей молодости мы делали пирожки вот такие вот, без молока. И было так вкусно. Это очень вкусно. Тесто нежное, несмотря на то, что без молока на воде тесто получилось очень мягкое, нежное. Рекомендую, приготовьте, попробуйте приготовить тесто на пирожки по этому рецепту. Я уверена, вы влюбитесь в этот рецепт и будете готовить пирожки по такому рецепту. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Кушайте вкусненько и будьте здоровы. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.